Петя шел по тропинке несколько километров. Там был источник, но это знал только он, а чужаку родник никогда не найти. Спустившись с горки, парень наткнулся на рысь, лежащую прямо поперек тропы. Лесная кошка была мертва, а неподалеку от ее тела раздавалось жалобное мяуканье. Шагнув на звуки и раздвинув заросли, он увидел в траве маленького рысенка. Судя по размерам, ему было чуть больше месяца, совсем еще малыш. Кто-то подстрелил его мать, но ей все-таки удалось скрыться, и она успела унести малыша от места расправы и спрятаться в траве. Как же так? Да разве можно убивать такую красоту? Проговаривал вслух Петя. Ему было так жалко убитую рысь, но и осиротевшего детеныша ему было жалко не меньше, ведь он сам был сиротой и прекрасно знал, как это расти без матери. Парень подхватил на руки рысенка и понес его в свою избушку. Не бросать же малыша на произвол судьбы. В избушке он накормил рысенка и постелил ему место. «Как же тебя назвать?» — вслух рассуждал Петя. Он перебрал много имен, которые пришли ему на ум, но ничего толкового так и не придумал. Потом он сказал Барсик. Рысенок с интересом посмотрел на парня. Но значит, так тому и быть. Рысенок, пригревшись на теплом одеяле, вздрагивал во сне. Наверное, ему снилась мать, потому что он громко причмокивал, как будто пил теплое молоко. Так и стали жить в лесной избушке Петя и Барсик. Так прошло время, рысенок вырос и стал совсем взрослым. Он превратился в красивого и грациозного зверя. Как-то после очередного похода в лес парень вернулся домой один. Барсик встретил в лесу подругу и решил остаться с ней. Инстинкт пересилил его любовь к человеку. Петя очень сильно переживал по этому поводу. Он прекрасно понимал, что рысь — дикое животное, и она лучше чувствует себя на свободе. «Даже у Барсика теперь есть семья, а я все один», — подумал Петя. Так прошло еще пару лет. Он часто ходил в лес, но своего Барсика с тех пор больше не видел. Как-то в один день Петя увидел, как из леса на поляну прямо к его дому вышла рысь. «Барсик, ты вернулся!» С криком парень выскочил на крыльцо. Вслед за дикой кошкой из чащи вышла молодая девушка с корзинкой. Глаза у нее были перепуганные, а она тяжело дышала, видимо, совсем выбилась из сил. Увидев живого человека, она заплакала и опустилась на колени. Выяснилось, что девушка заблудилась в лесу и долго не могла выбраться из чащи, пока не встретила дикую кошку. Рысь не торопилась уходить от нее, она как будто пыталась показать ей дорогу. Незнакомка интуитивно пошла за диким животным и, наконец-то, вышла к домику Петра. «Как же вы не испугались дикого животного? Рысь-кошка очень опасная, но только не это. Я ее вырастил с маленького котенка, поэтому он относится к людям дружелюбно, особенно к таким симпатичным, как вы». Петя погладил Барсика по голове, и тот убежал в лес. Петр с Ириной, так звали девушку, больше никогда не расставались. Они создали крепкую и дружную семью. Получилось, что рысенок сам выбрал невесту своему другу и соединил их вместе навсегда. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.